Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева, вы на моем YouTube-канале, и это подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. Сегодня я отвечаю на вопрос одной из моих подписчиц, которая интересовалась тем, как обстоят дела сейчас с увольнениями в IT в Америке, как к этому относятся люди, действительно ли все очень тревожатся, или новости слишком раздуваются СМИ и в данный момент уже не актуальны. Мне показалось, что это очень интересный вопрос. Я хотела бы поговорить о нем и с точки зрения того, как к этому отношусь я сама, с точки зрения того, как к этому относятся мои коллеги. Для контекста я работаю в компании Amazon, а также дать немножко информации о том, чем были связаны увольнения в IT, какой был масштаб этих увольнений, по какой причине они произошли и так далее. Начались увольнения в конце 2022 года, и они последовали за периодом, в который большие IT-компании в первую очередь нанимали очень много людей и вкладывались в довольно рискованные проекты и подразделения. Почему это происходило? Потому что был довольно продолжительный период низких процентных ставок, и в ковид Америка не поднимала процентные ставки. Таким образом, государство хотело поддержать экономику и помочь компаниям и людям выйти из кризиса, связанного с ковидом. И в 2021 году, когда мы приехали в США, я уже об этом говорила немножко в видео о том, как мы получили наши первые офферы. В тот момент мы были удивлены тем, что американский рынок, в первую очередь IT, но на самом деле и другие индустрии, бумировал. То есть на рынке была жесткая нехватка рабочей силы, потому что компании нанимали очень много людей. И именно таким образом нам повезло, у нас получилось найти работу практически за 1 месяц. Для контекста я хотела показать вам график конкретно по компании Amazon. На 2019 год численность сотрудников, офисных сотрудников Amazon в Америке была меньше 200 тысяч человек. На конец 2022 года это было 415 человек. То есть численность сотрудников увеличилась больше, чем в 2 раза за, получается, 3 года. Amazon вкладывался действительно в очень рискованные проекты и делал это намеренно. Они хотели экспериментировать за счет низких процентных ставок. И, например, если говорить о магазинах Amazon, в тот момент появилось очень много дополнительных магазинов. Возможно, вы знаете, что Amazon владеет такими магазинами, как Amazon Fresh, это сеть продуктовых магазинов. Также в какой-то момент Amazon купил продуктовую сеть Whole Foods, и это магазины Amazon, которые вы можете увидеть сейчас по всей Америке. Но также в 2021 году было много дополнительных магазинов Amazon, например, Amazon Books, где продавались только книги, или Amazon 4-Star. Это были магазины, где продавались товары, которые получили рейтинг выше 4.0 из 5 на сайте amazon.com. Также были Amazon Pop-Up Stores. Это какие-то стенды небольшие, которые появлялись в супермаркетах. И также примерно в то же время появились магазины Amazon Go. Это такая продуктовая сеть, куда вы можете зайти, просканировав QR-код из приложения Amazon, и на выходе у вас не будет кассиров. То есть все, что вы взяли в магазине, фиксируют камеры и присылают вам автоматический счет на выходе. То есть это магазины, в которых нету касс как таковых, ни кассиров, ни касс самообслуживания. И если, допустим, Amazon Go магазины, они до сих пор существуют, но их стало меньше, то, насколько я понимаю, магазины Amazon Books, Amazon 4-Star, Amazon Pop-Ups, они исчезли полностью, потому что эти предприятия не оказались прибыльными в условиях, когда процентные ставки подросли. И как раз где-то с середины 2022 года правительство США объявило, что мы вышли из пандемии ковида. В тот момент довольно сильно выросла инфляция, выше, чем правительство того хотело. И по этой причине начали поднимать процентные ставки.
И многие проекты, которые, допустим, были выгодны под 3% годовых, стали невыгодны под 8, 9, 10% годовых. Таким образом, Amazon, как и другие большие IT-компании, начали сворачивать целые подразделения, и первый поток увольнений начался в конце 2022 года. На конец 2022 года Amazon уволил чуть больше 10 тысяч человек, но, опять же, я в тот момент уже работала год в Амазоне, и, как мы обсуждали, из подразделений, которые были прибыльными, людей практически не увольняли. То есть людей увольняли из подразделений, которые на тот момент закрывались. Люди, которые в них работали, они, в принципе, с самого начала понимали, что их подразделения рискованные. То есть, когда их нанимали, насколько я понимаю, компания была довольно честной с ними в том плане, что был риск, что их в какой-то момент уволят, если поднимутся процентные ставки. По крайней мере, так мне говорили мои коллеги, которые работали в этих подразделениях. Одновременно с этим, точнее даже примерно, наверное, за месяц или за полтора до первого потока увольнений, Amazon закрыл полностью найм. То есть это то, что они обязаны делать с точки зрения американского законодательства, ну и также то, что они делают с целью сохранения собственного имиджа. Это когда компания массово увольняет сотрудников, они перестают нанимать. Таким образом, они пытаются переустроить тех людей, которые попадают под сокращение, в другие подразделения, если есть такая возможность. Я хотела поменять в тот момент работу. Я, наверное, где-то ближе к осени 2022 года я работала год в Амазоне, и я начала задумываться о том, что я хочу уходить из финансов и переходить в аналитику данных. И вот, наверное, в сентябре я первый раз задумалась о том, что, возможно, мне нужно искать внутри Амазона себе новую команду. А с 1 октября, насколько я помню, закрыли найм, и даже, вот, допустим, внутренние сотрудники не могли переходить из одного подразделения в другое. Это был первый поток увольнений в Амазоне, а второй поток произошел в январе 2023 года. И вот этот момент стал шоком для всех, потому что мы, в принципе, понимали о том, что увольнения могут продолжиться, найм не открывали, и процентные ставки продолжали увеличиваться. И, в принципе, вот эти вот разговоры о потенциальном еще одном потоке увольнений, они были у всех в голове, и люди часто об этом разговаривали. Но я помню, что о втором потоке увольнений мы узнали, если я не ошибаюсь, 18 января 2023 года из новостей. И вот это действительно стало для всех шоком, потому что как бы ожидалось, что руководство компании скажет об этом сотрудникам, по крайней мере тем сотрудникам, которые попадали под увольнение, прежде чем новости окажутся в СМИ. Как нам потом объяснили, это произошло из-за утечки данных, то есть компания не собиралась так поступать, но это то, что случилось, и это то, что добавило сильно тревожности и недовольства сотрудников внутри компании. В тот же день, когда мы узнали из новостей, или на следующий день после этого, сотрудники, которые попадали под увольнение, получили письма о том, что они, к сожалению, уволены. Их также пытались переустроить, им выплачивали, насколько я помню, 3-месячные пособия, но ситуация внутри компании была очень напряженная в тот момент. То есть я помню, что наш менеджер собрал нас в тот же день, пытался с нами как-то поговорить, сказал нам, что он точно так же, как и мы, узнал об этом из новостей. Директор нашего подразделения точно так же через какое-то время сказал нам, что, к сожалению, ни о чем таком ему не было известно. То есть я помню, что тогда действительно люди стали довольно тревожными. Если первые увольнения, как я уже говорила, были в подразделениях, где люди, в принципе, ожидали, что их могут уволить, то второй поток увольнений был более масштабный и происходил практически по всему Амазону. То есть за 2023 год уволили где-то 17-18 тысяч человек из компании, насколько я помню. Я прикреплю данные.
И, например, из нашего подразделения, которое считалось довольно стабильным, потому что мы себя окупали, наше подразделение занималось автоматизацией на амазоновских складах, и довольно большой процент из проектов, которые мы делали, были направлены на снижение издержек. Наше подразделение само себя окупало, поэтому, допустим, когда с нами разговаривали в конце 2022 года, руководство нам говорило, что мы в довольно безопасном положении, нас не будут увольнять в 2022 году, но в начале 2023 года где-то около 5% подразделения нашего были уволены. Конкретно из моей команды не уволили никого, я в тот момент была в финансах, и нам повезло, потому что на начало 2023 года у нас не хватало человек в команде, то есть у нас было на одного человека меньше. Один из моих коллег от нас ушел в сентябре 2022 года, то есть в отличие от меня он успел ротироваться до того, как закрыли весь найм, он ушел в другую команду, но нанять кого-то вместо него мы не успели, потому что найм закрылся 1 октября. Собственно, из-за того, что у нас уже была нехватка людей, из нашей команды никого не увольняли, но во всем подразделении ситуация была другая. В общей сложности я могу сказать, что за 22, 23 и 24 год Amazon уволил где-то 28 тысяч сотрудников. И если вы посмотрите, допустим, на конец 22 года в Амазоне работало 415 тысяч человек по всей Америке, офисных сотрудников, именно потому что Amazon имеет довольно большое количество людей, которые работают на складах. Из них 28 тысяч, то есть это где-то 6-7% людей было уволено в 2022 году. Естественно, это очень неприятная ситуация для тех людей, которые были уволены. Amazon пытался перенанять кого-то из них, кого они могли, они перенаняли. Но, опять же, 28 тысяч, насколько я понимаю, это цифра после учета тех людей, которым мы предложили работу. Но если сравнивать эту цифру с тем, что количество сотрудников Амазона выросло в 2 раза, то есть примерно на 220 тысяч за 3 года, эта цифра уже не кажется такой большой. И для контекста я могу вам сказать о других компаниях. В больших IT-компаниях ситуация была очень похожая. То есть, например, Alphabet — это компания, которая владеет Google. На 2019 год в ней работало 99 тысяч человек. На 2022 190 тысяч человек, то есть, опять же, количество сотрудников практически удвоилось, увеличилось на 91% за 3 года, а уволили они 13,5 тысяч человек, что составляет около 7% общей рабочей силы. В Microsoft на 2019 год работало 144 тысячи человек, на 2022 221 тысяча, то есть Microsoft вырос чуть медленнее. На 53% количество сотрудников выросло за 3 года, а уволили они 6%, то есть 14 тысяч человек. Meta, то есть Facebook, на 2019 год в ней работало 45 тысяч человек, на 2022 72 тысячи человек, то есть количество сотрудников увеличилось на 60%. Уволили 11 тысяч человек, то есть 15% сотрудников. Вот в Meta ситуация обстояла хуже, чем в других IT-компаниях. И, собственно, да, как я уже говорила, это произошло из-за того, что большие IT-компании вкладывались в рискованные проекты, и они переборщили с наймом в 2022 году. Скорее всего, они не ожидали, что процентные ставки будут поднимать так резко и так сильно. Возможно, если бы процентные ставки поднимали более плавно и не стали бы поднимать, допустим, до 8%, а остановились где-то на середине, возможно, компаниям и не понадобились бы эти увольнения. Но все, что я сейчас говорила, было о больших IT-компаниях. В компаниях поменьше ситуация могла обстоять абсолютно не так. У них могло не быть такого количества новых сотрудников за пандемические годы. И также количество уволенных сотрудников у них могло спокойно доходить до 30, 40, 50%.
Если вы хотите посмотреть, сколько какая компания увольняла сотрудников с 2022 по 2024 годы, наверное, лучший для этого сайт — это Layoffs FYI, я оставлю ссылочку здесь. Это сайт, который ведет учет всех увольнений в IT-компаниях. Наверное, самая полная статистика по увольнениям в IT в Америке находится на этом сайте. На самом деле, кстати, не только в Америке, в других странах в том числе. Также есть интерактивные карты. Эти интерактивные карты создала девушка, Data Scientist. На сайте Medium она, кстати, довольно подробно рассказала о том, как она это делала, приложила Python-код и так далее. И вот, допустим, если посмотреть на эти интерактивные карты, в 2022 году в Америке было уволено в общей сложности 110 тысяч сотрудников IT-компаний. В мире 165 тысяч сотрудников. То есть, в принципе, почти 70%, 2/3 от общего количества уволенных в IT в 2022 году были в США. И если посмотреть, какие компании увольняли, то больше всего увольняла компания Meta, 11 тысяч сотрудников в 2022 году. На втором месте Amazon с 10 150 сотрудниками. И дальше уже Cisco, Peloton и так далее. Вы можете посмотреть. В 2023 году во всем мире было уволено 262 тысячи человек. И в США из них 179 тысяч человек. То есть опять 2/3 уволенных были в США, и в 2023 году количество уволенных людей увеличилось. На первом месте в 2023 году был уже Amazon с 17 тысячами уволенных сотрудников. На втором месте Google 12 тысяч, на третьем месте Microsoft 11 тысяч, на четвертом месте Meta с 10 тысячами. На 2024 год в интерактивных картах нет данных, потому что, насколько я понимаю, данные там обновлялись в январе 2024 года. Но на Layoffs FYI вы можете посмотреть, сколько человек уволено в 2024 году. И на август 2024 года в США было уволено 97 тысяч человек. То есть, если, допустим, это экстраполировать равномерно до конца этого года, то на конец года мы можем ожидать где-то 145 тысяч уволенных, что чуть меньше, чем в 2023 году, но все равно довольно серьезно. То есть компании продолжают увольнять сотрудников в 2024 году. Кстати, в Амазоне это не так. То есть Amazon в 2024 году уволил чуть больше 400 сотрудников, и это не очень много, то есть это 0,4 примерно процента от общей рабочей силы. И по сравнению с тем, сколько компания увольняла в 2022-2023 году, это довольно мало. То есть и в данный момент найм сотрудников открыт. Найм сотрудников открыли примерно в середине 2023 года. Я еще расскажу об этом подробнее, когда я буду говорить о своих собственных ощущениях. И да, если бы Amazon, допустим, собирался делать еще какие-то большие увольнения в этом году, им бы пришлось прекратить опять найм сотрудников, чего они в данный момент не делают. Это дает нам основание верить, что, по крайней мере, в данный момент Amazon не собирается много людей увольнять. Но, опять же, если мы посмотрим на статистику, несмотря на все увольнения, которые происходили в IT с 22 по 24 год, количество людей, которые работали в IT, росло каждый год. Например, я прикреплю здесь табличку, которую я взяла с сайта Statista. Statista оценивает общее количество людей, которые работают в США в техсфере. Они оценивали это количество на 2017 год в 8 миллионов, на 2023 год, на конец 2023 года это число было 9,4 миллиона. И, в принципе, на 2-3%, если вы можете посмотреть, на 2-3% каждый год количество людей, работающих в IT, росло. За исключением разве что 2020 года, который был началом пандемии ковида, и тогда, видимо, работодатели еще опасались нанимать людей. Как вы можете увидеть, каждый год создавались новые рабочие места в Америке, и это уже за вычетом увольнений.
И если посчитать, сколько в каждый год создавалось рабочих мест, то в 2021 году это было 270 тысяч, и уволено было всего 9 тысяч человек в тот момент. В 2022 году было создано еще больше рабочих мест, 396 тысяч рабочих мест было создано в 2022 году, а уволено было 110 тысяч. То есть в 3,6 раз больше новых рабочих мест было создано, чем увольнений. А на 2023 год 450 тысяч рабочих мест было создано против 179 тысяч людей, которые были уволены, то есть в 2,5 раза было больше создано рабочих мест. Таким образом, рынок продолжает расти. И да, несмотря на то, что, допустим, Amazon и большие IT-компании заморозили найм в конце 2022 года до середины 2023, они активно нанимали в начале 2022 года, они начали активно нанимать в конце 2023 года, но также компании меньшего размера не замораживали найм и продолжали, соответственно, нанимать в тот момент, когда другие компании сокращали своих сотрудников. Я также здесь вот прикреплю график о количестве новых открытых позиций в США в разные периоды времени. Если вы посмотрите, пик был в апреле 2022 года, 470 тысяч открытых позиций в IT. В то время было очень хорошо, это был вот как раз самый конец, когда компании все еще продолжали нанимать, хотя в тот момент уже ходили слухи о том, что процентные ставки будут повышаться. И, к сожалению, после этого начались увольнения, и количество открытых позиций ни разу до сих пор не вернулось к тем значениям. Поэтому, конечно, сейчас искать работу сложнее, чем это было, вот когда мы приехали в середине 2021 года и вот где-то до начала 2022 года. Но при этом в марте-июле 2023 года, это вот как раз время массовых сокращений и закрытых позиций в больших IT-компаниях, количество открытых позиций было 160-170 тысяч. Сейчас это цифра выросла. На февраль-август 2024 года примерно 210 открытых позиций в IT сохраняется. То есть, да, по этому графику вы можете увидеть, что с начала по конец 2022 года количество открытых позиций уменьшилось практически в 3 раза, но сейчас ситуация чуть лучше, чем она была в 2023 году, несмотря на то, что сокращения все еще продолжаются. Ну и последнее, что я хотела показать вам по статистике, это отчеты компании CompTIA, которая публикует ежемесячную статистику по американской техиндустрии. Они, кстати, чуть меньше работ засчитывают в IT-сектор, чем статиста, которую я вам показывала. То есть статиста считала примерно 9,4 миллиона сотрудников американского IT. CompTIA считает где-то 5,5, то есть не все работы они засчитывают в IT, которые засчитывает статиста. Но что здесь интересно, они публикуют безработицу в IT и безработицу в целом по стране. И если вы посмотрите, безработица в IT держится намного ниже общей безработицы по стране. Особенно это видно в 2020 году, когда случился ковид и безработица зашкаливала по всей стране, она была 14%. В IT безработица даже в тот момент была всего 4%. Если вы посмотрите вот за период, когда были увольнения в IT, безработица продолжала держаться где-то примерно на 3%. Для сравнения могу вам сказать, что естественная безработица, то есть вот когда все люди, которые хотят работать, работают, считается где-то около 5%. То есть даже несмотря на все увольнения, безработица никогда не доходила до уровня вот этой естественной безработицы, она всегда была ниже. Пару слов о том, как вот этот период увольнения внутри Амазона ощущался мне лично. Как я уже сказала, я хотела бы поменять команду в конце 2022 года, что, к сожалению, у меня не получилось, потому что вакансии закрылись. Получилось у меня поменять команду только летом 2023 года. Но на самом деле для меня лично этот период увольнений ощущался достаточно спокойно. Я не чувствовала, что я могу потерять работу, но в то же время, опять же, конечно, когда пришлось расставаться с частью коллег, особенно там с теми людьми, с которыми
которыми я работала напрямую. Это было достаточно грустно, но как я уже говорила, наш менеджер с нами разговаривал все это время, пока были увольнения. То есть в конце 2022 года он нам сказал, что мы можем не волноваться, потому что мы не являемся рискованным подразделением, потому что мы снижаем Амазону издержки. В 2023 году он говорил о том, что потенциально могут быть дополнительные увольнения, но опять же он говорил, что он будет бороться за нашу команду до конца, потому что у нас и так не хватает людей. Ну и поэтому я, допустим, не переживала, не волновалась по этому поводу, ну и когда мы это обсуждали внутри команды, я не видела, чтобы мои коллеги тоже сильно по этому поводу волновались. Затем в январе 2023 года, когда произошли вот эти вот массовые увольнения, о которых мы узнали из новостей, руководство компании постаралось до нас донести, что больше таких массовых увольнений не будет. Уже где-то с февраля, с марта они заговорили о том, что постепенно будут открывать вакансии. И, наверное, вот как раз в марте я подумала о том, что, возможно, с апреля будут открываться вакансии, и я буду начинать искать работу внутри компании, в смысле чтобы уходить в другую команду. Я помню, что как раз в начале апреля я попробовала поискать работу, но это было довольно бесполезно, потому что, допустим, на аналитика, когда я искала работу, я видела, что вот в первой неделе апреля появлялось, наверное, 5-10 вакансий в неделю во всей компании на территории США. И это, конечно, это очень мало для Амазона. То есть в 2021-2022 году этих вакансий было десятки точно. Скорее всего, больше сотни новых вакансий появлялось за неделю. Вот именно для аналитика данных. И поэтому, да, меня немножко расстроила эта ситуация. Я поняла, что работу искать будет сложно. Плюс я собиралась тогда как раз в отпуск, я собиралась встречаться с родителями в Грузии. И я как-то на это дело забила. После, когда я вернулась из Грузии в начале мая, я начала тоже уже достаточно активно искать работу. И, наверное, вот первые недели мая тоже там 10-20 вакансий появлялось в неделю. К концу мая, наверное, было 20-30. В июне прям с каждой неделей было видно, что количество новых вакансий растет и растет. Это было связано с тем, что разные подразделения в разные моменты времени получали разрешение нанимать новых сотрудников. Все зависело от того, насколько важно, насколько горела им эта должность. Я могу сказать, что вот, наверное, активно собеседоваться я начала в конце июня, в июле. И вот к концу июля у меня уже был оффер, то есть в июле, конечно, ситуация была не такая, как летом 2021 года, когда мы искали свои самые первые работы, но ситуация была уже более-менее нормальная. Опять же, примерно летом 2023 года, наверное, где-то в июле начали открываться и внешние вакансии. То есть, когда Amazon открывает вакансию, они могут открыть ее только для внутренних сотрудников, а могут открыть ее для внутренних и для внешних сотрудников. И вот первые месяцы, когда Amazon открыл найм, они не открывали его для внешних сотрудников, потому что они приоритизировали внутренних сотрудников, которые хотели ротироваться и не могли. Потому что в Амазоне, в принципе, принято ротироваться. Для каждой должности период времени, в который люди обычно ротируются, он разный. Допустим, в финансах это довольно быстро. В финансах люди обычно работают по 1,5-2 года и уходят в другую команду, потому что процесс, он довольно репетитивный. То есть, пройдя 1 год, поработав в финансах, в принципе, ты уже примерно понимаешь, как работают все бизнес-процессы. И интересно это только, если вы работаете с новыми проектами, интересно узнавать о новых проектах, но сама работа становится рутинной. Допустим, на должности продакт-менеджера, на которой я сейчас, искала должность аналитика, нашла должность продакт-менеджера абсолютно случайно, мне просто предложила эту должность команда, в которой я собеседовалась. На должности продакт-менеджера люди обычно задерживаются подольше, 2-3 года спокойно. Я вижу людей, которые по 5 лет в одном подразделении на должности продакта работают, просто потому что у них постоянно новые проекты, им продолжает быть интересно, они не хотят уходить в другие подразделения. Что я имею в виду? То, что в Амазоне ротироваться из одной команды в другую, это обычная практика, и поэтому первые месяцы
компания приоритизировала, во-первых, своих внутренних сотрудников, которые ротировались, а во-вторых, все еще пыталась перенанять тех сотрудников, которые они уволили в начале 2023 года или в конце 2022 года. Сейчас я не ищу работу внутри Амазона, но я примерно посмотрела количество вакансий, которые появляются. Могу сказать, что сейчас ситуация явно не хуже, чем была в июле 2023 года. Скорее всего, чуть получше. То есть я вижу, в принципе, достаточно количество вакансий, десятки появляются каждую неделю, ну вот, по крайней мере, на аналитика. Но если вдруг кто-то вот сейчас ищет работу или искал ее недавно, напишите о своем опыте, мне было бы очень интересно почитать. И напоследок я хотела бы сказать об ощущениях, о том, как люди воспринимают увольнение, о том, насколько они переживают. Как я уже сказала, лично я не переживала по этому поводу, но люди, мои коллеги, относились к этому по-разному. Особенно в первую очередь я могу сказать о людях, которые здесь на рабочих визах. Довольно большое количество моих коллег не имеют постоянного резидентства в США. Они работают по визам H1B или L1. То есть их статус в США завязан на работодателя. Они, естественно, переживают о своей работе намного больше. И в первую очередь это люди из Индии и Китая, потому что в США существует такая система, что количество грин-карт, выдаваемых за год, ограничено, и оно ограничено квотами по каждой конкретной стране. И из-за того, что здесь очень много иммигрантов из Индии и Китая, для, допустим, моих коллег из Индии получение грин-карты может занимать спокойно 15, 20 и даже больше лет. Эти люди, естественно, переживают, потому что их резидентство завязано на работодателя, и в случае увольнения у них есть 60 дней на то, чтобы найти новую работу. Естественно, им намного сложнее, опять же, им нужно найти работодателя, который готов спонсировать их визу. То есть, когда, допустим, ты повторно устраиваешься на работу по визе H1B в США, визу нужно переоформлять. Единственный плюс в том, что вот этого аспекта лотереи там уже нет. Лотерея на рабочие визы проводится, если ты первый раз в жизни получаешь рабочую визу в США, во второй раз уже ты гарантированно получаешь рабочую визу, если твой работодатель готов спонсировать рабочие визы. Не все работодатели готовы спонсировать рабочие визы, поэтому да, когда ты не имеешь постоянного резидентства, все усложняется, тебе нужно найти работу быстрее, и тебе нужно найти работу у определенных работодателей, потому что не все готовы спонсировать. Помимо людей, которые не являются постоянными резидентами Америки, у меня есть коллеги, которые довольно тревожны по поводу увольнений до сих пор, хотя у них гражданство или у них есть грин-карты. Но я думаю, что да, это завязано на то, что, в принципе, некоторые люди более тревожные, более сильно переживают. И еще это завязано на то, что в СМИ эта тема все еще довольно сильно обсуждается. Ну и как вы видели, да, в 2024 году увольнения продолжаются, не в Амазоне, но в других компаниях они продолжаются, и они все еще довольно значительные. Также в Амазоне существует такой слух, существует в компании, что каждый год департаментам предлагают примерно 6% людей ставить на то, что называется performance review. То есть 6% людей, которые работают хуже других сотрудников, каждый год получают оценку don't meet expectation, то есть не соответствуют ожиданиям на их должность, на ежегодном то, что у нас называется performance review. И эти 6% людей, их ставят на то, что называется performance plan, то есть они перестают выполнять свои обычные должностные обязанности, им дают какой-то конкретный проект, который будет ограничен по времени, на которые будут очень четкие KPI и прочее. И в случае, если они успешно выполняют этот проект, они остаются в компании, если они сами, конечно, этого хотят, потому что некоторые люди не хотят после performance review оставаться в компании, думая, что уже как бы отношения с командой, с менеджером подпорчены. А в случае, если они не успешно выполняют этот проект, то их увольняют. Таким образом, в принципе, в Амазоне всегда происходит увольнение, менее массовые, и если, допустим, сотрудников во время layoffs увольняли
часто не за то, что у них плохой перформанс, то вот да, по результатам перформанс-план увольняют именно людей, которые работают хуже других. 6%, опять же, я говорю, что это слух, то есть я не видела этой цифры где-то прописанной. Опять же, поговаривают, что, допустим, когда экономика хорошая и компания развивается, на перформанс-ревью ставят меньше людей, ну, точнее, допустим, руководство меньше давит на подразделение, чтобы они ставили определенное количество людей на перформанс-план. Когда экономика плохая, больше вероятность, что человек попадет вот на такой перформанс-план. И на самом деле всего несколько недель назад я абсолютно случайно узнала, что в моей собственной команде сейчас есть коллега, который сейчас находится на этом перформанс-план, то было на меня на самом деле шоком. Мы не работаем так тесно с ним, то есть я точно не знаю, как он работает, но я с ним общалась довольно много, и как бы мне он казался адекватным человеком, неплохим работником. Но опять же, я говорю, я не знаю конкретно, как он работал, и не знаю, какой будет результат его перформанс-план. По одной этой ситуации судить о том, как дела обстоят во всей компании, но есть вероятность, что в этом году людей довольно жестко ставят на перформанс-план. Я сама лично, допустим, наверное, никогда не тревожилась о том, что я попаду на перформанс-план, потому что я стараюсь все-таки довольно часто общаться со своим менеджером, спрашивать какой-то фидбэк, спрашивать, там, что я могла бы сделать лучше и так далее. То есть я стараюсь держать руку на пульсе в этом плане превентивно. И если, допустим, там, моему менеджеру или моим коллегам что-то не нравится, я стараюсь это исправлять. Но, опять же, это не дает гарантии того, что компания посчитает, что я работаю недостаточно хорошо, тем более от сокращений. Поэтому, возможно, это просто связано с тем, что я менее тревожный человек. Но мне кажется, что в данный момент перспективы американского IT-рынка неплохие, потому что, да, вот с конца 2022 года у нас был продолжительный, вот уже 2 года длящийся период высоких процентных ставок, но сейчас уже идут вовсю разговоры на официальном уровне. Представители Fed Reserve, который как раз устанавливает процентную ставку, говорили, что они собираются ее понижать в сентябре 2024 года. Возможно, на момент, когда выйдет это видео, процентная ставка уже будет немножко понижена. Плюс развивается искусственный интеллект очень активно, развивается cloud computing. И, в принципе, если посчитать статьи о техиндустрии в США, постоянно говорят о том, что в США не хватает людей для IT. То есть вот talent shortage — это то, что вы можете увидеть в очень большом количестве статей. Конечно, в любой момент может произойти какое-то форс-мажорное событие. Политическая ситуация в мире, в принципе, достаточно нестабильная, поэтому гарантировать ничего нельзя, но мне кажется, что перспективы, в принципе, в данный момент довольно оптимистичные. На этом я на сегодня закончу. Пишите, что вы думаете, пишите о том, как вы относитесь, как ваши коллеги относятся к увольнениям. Делитесь своими историями, задавайте вопросы. С удовольствием пообщаюсь со всеми в комментариях, как обычно. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих видео. Пока!